Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро на неделю с 9 по 15 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт, каковы события ближайшего времени, каково ваше будущее ближайшее видят карты Таро. И у нас сегодня две колоды, как и колода света, так и колода ангелов. Это оракул ангелов. И поэтому мы спросим в конце нашего прогноза, какой совет нам дадут карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы все же для себя получите. И первая карта. Что важно знать? И в течение этой недели, благодаря управительнице вашего знака зодиака Венере, будет великолепный аспект, чтобы совершить какие-то важные разговоры. Если нужно с кем-то примириться, примерить словно другую точку зрения, допустить, что жизнь как раз и не бывает предсказуема, себя большей гармонией наполнить или привнести эту гармонию в свою жизнь. И 15 сентября, воскресенье, это прекрасный аспект Венеры к Юпитеру в Близнецах. Поэтому что-то доброе, хорошее, счастливое, удивительный день может быть. Итак, это на всех знаков зодиака влияет. Что важно знать? Неожиданности или чего не избежать? Чему сейчас не время? Какие энергии вам могут помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? Может быть, вы чему-то не придаете значения? Или, правда, кто-то скрывает? Узнаем. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, обучение, документы. Все то, что касается, какого-то беспристрастного подхода. Энергия финансов и личная жизнь. Итак, что же на картах ангелов? Спроси у ангелов, так можно назвать эту колоду. Это оракульная колода. Какой совет нам дадут ангелы, оракул для вас, мои дорогие тельцы, на неделю? Как видят, какие энергии наиболее предпочтительные. Король чаш, личная жизнь, может быть, или конкретные контакты с человеком, возможно, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент, вполне вероятно. Но больше я вижу все же Венера, это про любовь, или про любовь к близким вашим, к вашей семье, может быть, какие-то вопросы по части родственников. Это баланс, гармония. И у нас как будто король чаш, где-то медитирует. Ему достаточно комфортно, наедине с самим собой, тем не менее. Вот, может быть, есть какая-то составляющая, которую вам нужно в себе уравновесить. И эта составляющая может как раз касаться вопросов финансов и вашей личной жизни. Может быть, один какой-то пункт, вопрос, и вам нужно принять какое-то важное решение. Может быть и так, но сделать это в более спокойных энергиях. Вообще, в целом, если мы говорим, что важно знать, спокойствие нам говорит карта. Давайте узнаем, каковы неожиданности. По пажу Пентаклей это могут быть вопросы, связанные с детьми, но также это ваше, может быть, обучение какому-то, точнее, новому направлению, или есть какая-либо тема, которая вам интересна, мои дорогие тельцы. И это касается, может быть, в последующем, как заработать деньги, все-таки Пентакли, или какой-то новой науки, какого-то нового направления в вашем творчестве, или то, что, чему мы должны уделить внимание, как будто паж, начало чего-то. Но и эта карта еще говорит, что, может быть, есть какие-то и отношения, которые нужно увидеть с какими-то новыми возможностями или в новом ракурсе. Или пусть это касается вашей семьи или конкретного человека, или детей. Рассмотреть чью-то точку зрения, которая может быть отличной от вашей. Повторюсь, мелкая карта, но о чем она нам хочет сказать? Что
какая-то история может быть продолжена и неплохо в течение длительного времени, но пока вы не видите, в каком контексте это будет развиваться. И наш король чаш медитирует, я сказала, что-то вы не сможете просчитать. В неожиданностях вы видите какой-то один очень узкий момент. А для вас нужно предположить, что скорее это будет что-то доброе. Или, ну, кто знает, может быть, прислушаться к своей интуиции будет важно, чтобы чего-то не упустить. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. У вас сильная позиция, карта силы. И не время демонстрировать свою силу, мои дорогие тельцы. И тем не менее, не время брать на себя ответственность. Не время обещать, что да, я тебе помогу. К вам могут обращаться. К вам могут обращаться, кстати, дети. К вам могут обращаться и родственники. И вот эта медитация, вам действительно нужно что-то обдумать. И обдумать не в попыхах, а так вот, может быть, и посчитать. Потому что есть как будто новость, информация, и есть еще финансы. Король чаш, он как раз в чем силен? Он умеет сбалансировать чувства, эмоции и деньги. И где-то вот на пересечении вот этой плоскости эмоции, чувства, деньги у вас могут быть те или иные вопросы, которые связаны либо с детьми, либо с вашим партнером по браку, либо с вашими родственниками. И от вас как будто могут ожидать, мои дорогие тельцы, что вы включитесь в какой-то вопрос. Вы можете быть своеобразным лидером в вашей семье, у вас карта силы выпадает, чему сейчас не время. Но тогда нам говорят, да, тебя так воспринимают, и так оно на самом деле есть, но поверь, сейчас на этой неделе не время брать бразды правления в свои руки. Или, если мы говорим, не время кому-то что-то обещать, не время даже, я бы сказала, быть инициатором какого-то компромисса, а время рассмотреть какие-то возможные подводные течения и рифы, предположить, что я многого не знаю, либо мне придется что-то изучить. Самодостаточность – это прекрасно, самоуверенность тоже, но когда включается самонадеянность, когда я совсем справлюсь, то вот этому не время. И это можно переложить на любую сферу жизни. У кого-то на работу, у кого-то на учебу. Почему подробно остановилась? Паш Пентакли выпадает. Поэтому нам ведь сказали, ты видишь что-то вот в каком-то узком промежутке времени. Или то дело ты можешь видеть, как тебе его подают. Но есть еще другие грани. И поэтому твоя задача это рассмотреть. Что же вам будет помогать? Какое-то новое начинание вы, безусловно, от этого не откажетесь, а именно разовьете, наберете больше информации, найдете или будете более глубоко что-то изучать. По аркану дурак мы не должны сглупить буквально, и это нам помогает. Но в то же время помогает, когда мы буквально выходим навстречу судьбе. Когда мы готовы принимать что-то новое. И вам придется, как будто и вам это будет помогать, когда вы более детально, мои дорогие тельцы, будете подходить к своему участию в том или ином вопросе. Когда вы будете подходить изначально к решению любых проблем. Дай-ка я изучу. И найдете достоверную информацию. И это, может быть, будет касаться у кого-то и личной жизни, разузнать какой-то вопрос, или как лучше оформить, допустим, по документам, ведь это старший аркан, у вас два старших аркана, причем в таком парадоксальном сочетании. Не время вашей силе, но зато время нулевому аркану, то, что вам помогает. И вот эта медитация, опять же, возвращаясь к первой карте, это то, что важно знать. Совместить какой-то финансовый проект с вашим творчеством, вдохновением, или то, что как желание вы хотите создать, или, может быть, и есть ваш интерес, или то, что вам предлагают, вот правильно оценить. Не отказаться, нет, а какой-то найти свой путь и допустить, что придется еще держать руку на пульсе и продолжать организовывать свою жизнь по-новому. Может быть, у кого-то буквально изучать языки или изучать какие-то новые технологии, IT-технологии. Может быть, для кого-то из вас вопрос
именно работы стоит. Но есть какие-то начинания через обучение, через вопросы, которые связаны с вашим желанием, но и еще и финансовый вопрос. Интересно, что скрыто? Но если мы вернемся к тому, с чего начинали, что я сказала, какие-то родственники, люди, может быть и близкие, может быть и дети, у кого-то может быть и внуки, что скрыто. Королева жезлов. Это та, которая умеет как раз скрывать. И с одной стороны, и вы не должны быть открытой книгой для окружающих, но вас действительно кто-то может пытаться втянуть в какой-то проект. И королева жезлов, она умело работает с информацией. Она обладает большим магнетизмом. И для вас может быть такой человек в вашей жизни, с которым хочется общаться, с которым хочется продолжать какое-то дело, который вас словно завораживает, притягивает. Или та идея, или то предложение, которое от него поступает. А для вас нужно отделить зерна от плевел. Может быть, и не согласиться на что-то. А на что-то, возможно, вы и согласитесь, но в каком-то своем ключе или контексте. Переложить какую-то сырую идею на более материальные рельсы, будем говорить так, или материальную плоскость и подумать, хорошо, идея хорошая, но чтобы осуществить, как сделал бы это я, или как вижу я, мои действия. У вас не должно быть таких действий, мои дорогие тельцы, как будто вы можете с чем-то просчитаться, понимаете, вот на этой неделе. И потом об этом где-то сожалеть, правда, есть такой момент. Потому что аркан силы, серьезный аркан у вас в позиции, чему сейчас не время. Поэтому где-то будьте сами тоже скрыты. Не поддавайтесь на какой-то первый свой импульс или не поддавайтесь на то, чтобы вас кто-то уговорил. Просчитывать, изучать, находить информацию для вас будет очень положительный момент. Но и не закрыться как будто от мира, не закрыться от каких-то возможностей. Это будет точно так же, как и не вляпаться в какую-то глупость. Вот буквально дела, работа, бизнес. Вот правда есть какой-то проект, который вас может вдохновлять, какое-то предложение, может быть, по части вашего бизнеса, вашего творчества. Все выглядит очень красиво. Может быть, это и есть какое-то новое буквально знакомство. У кого-то Венера все-таки пошли решать вопросы, ну, в какие-то инстанции или в учреждения. И там тоже может произойти это знакомство. Но тогда нам говорят вообще карта радости. Я могу предугадать, что значит, есть ли какие-то вопросы, темы по части документов, которые вы уже, ну, где-то инициировали чуть прежде. Вы на этой неделе можете получить результат, и он вас тоже порадует. Безусловно, какой-то результат у вас есть, уже как будто на руках. Но если мы говорим вообще о, ну, как о результате, как о возможном знакомстве, где-то, то тогда не строй каких-то грандиозных планов. Да, умей радоваться одному какому-то моменту, но при этом просто держи где-то в своем сознании, что ты видишь только на очень коротком промежутке. Эта карта тоже говорит. Не время строить грандиозный замысел, время для хорошего настроения в моменте здесь и сейчас, но никак не для того, чтобы на это опираться словно. Давайте, что же у вас по финансам? Интересно, Верховная Жрица у вас попадает на финансы вверху в позиции, чему сейчас не время, карта силы, не время тратить деньги. Время, наоборот, деньги сохранять, где время не рассказывать о своей финансовой ситуации. Время просчитать, что вам предлагают, и я подробно на этом останавливалась, через какие варианты вам могут быть предложены траты, как и личная жизнь или какие-то проекты, да. Время иметь как раз заначку, мои дорогие тельцы, буквально так, о которой знаете только вы. От вас могут тоже скрывать люди свои истинные намерения и планы, ну и вы должны от начала до конца оставаться на своей волне. Вы сами должны что-то скрывать, буквально так, потому что по-другому вы себе можете навредить. Вот так. Допустить, что могут меняться события. И на личную жизнь король пентаклей. Безусловно, у кого-то для людей семейных это все идет своим чередом. Это может быть и вопросы по части дома, вашей семьи,
Ну, или для тех даже, кто один или одна, мои дорогие. Ну, есть ваши родственники, родители, например. Или какая-то прежняя история, дети есть. Значит, вы тоже можете участвовать в жизни ваших близких. Тогда к вам могут обращаться за как раз какой-то поддержкой, например. Или вы будете улаживать какой-то финансовый вопрос. Может быть, вы будете кому-то помогать. Но самому себе не просчитаться, это будет тоже важно. Все же пентаклевая денежная тема, она присутствует. И она пересекается как и с вашими планами на будущее, так и буквально с вами самими. По этой карте король Пентаклей великий консерватор. И вот этот консерватизм со знаком плюс нам как раз помогает в сложные периоды жизни, когда денег нет ни у кого. Но у короля Пентаклей они есть. Почему-то говорю, потому что верховная жрица выпала на деньги. И я это озвучила. Поэтому вот эта заначка, она должна быть. Вот не должно быть какого-то нуля. С другой стороны, король Пентаклей, у него сложновато с вдохновением, мои дорогие. А про вдохновение нам сказали, но это вдохновение мы не можем как будто исключить. Оно нас на какие-то новые проекты, возможности перед нами открывает. И если мы будем чересчур приземленными или чересчур материалистами, тогда мы тоже не создадим какой-то, может быть, прекрасный проект. Поэтому вот для вас совместить что-то возвышенное и земное на этой неделе по части личной жизни абсолютно точно придется. И где-то король чаш говорит тоже об этом. Мы сказали чувства и деньги. Совет. А вы знаете, конкретно что написано здесь? Попроси помощи у кого-то другого или у каких-то других персон. Странно, да? Вот у кого чего может касаться. Может быть, кто-то из вас сам в патовой ситуации. И вы рассчитываете на конкретного человека. Вот у нас, например, королева жезлов выпала. И вам, может быть, кто-то говорил, как обещание, да, я тебе помогу. Значит, кто-то на этой неделе вас может где-то и подвести. Или тот план, который вы просчитали наперед, он тоже пойдет с какой-то коррекцией. И вы придете к выводу, что вам действительно нужно изучить какой-то вопрос самому в чем-то разобраться. Может быть и сложится такая ситуация, когда вы для себя, предположим, оформляете документы и уже уверены, что какой-то ваш проект будет идти вот в определенном фарватере. И у вас есть какая-то взаимосвязь с конкретными людьми. По каким-то причинам эти люди тоже могут увильнуть. Или у них, может быть, это не нарочно, я могу это допустить. У них меняются планы, и они поменяют планы в отношении вас или в какого-то сотрудничества вместе с вами, дальнейшего продолжения. И тогда нам говорят, попроси помощи у кого-то другого. Или рассмотри какие-то другие варианты. Но определенно точно есть такой пункт, что на кого вы прежде, мои дорогие тельцы, рассчитывали, здесь это по каким-то причинам не совпадает. Что-то будет и не стыковываться точно. Не стыковываться будут ваши чувства и финансы. И, может быть, поэтому Верховная Жрица вам и говорит, пусть на финансы. Сохраняй себя, самого себя и свои финансы. Не рассказывай себе много, ведь прежде это была первоначально карта Ля Папеса. Это та, которая скрывала, она стояла во главе католической церкви, это скрывается, об этом очень много написано, даже фильмы есть. Но на самом деле история, она истинна, она в другой плоскости. Но тем не менее, первые колоды именно называли Верховную Жрицу Ля Папеса. Это та, которая все знает и которая о себе ничего не рассказывает. Которая сумела выглядеть мужчиной, а была она женщиной. Мы не углубляемся в эту историю, кому интересно, найдет, прочитает. Но вы королева жезлов. Мы говорили, что вам правды не скажут. И значит, на этой неделе есть какой-то контекст, мои дорогие тельцы, когда вы допускаете, что вы действительно видите в каком-то, вот как Паш Пентаклей, в одном промежутке, а обстоятельства могут развиваться совершенно по-другому. Или, может быть, как обстановка вокруг вас, она в любой момент тоже может измениться. И, может быть, для вас совершенно будет необходимо куда-то поехать.
я могу это предположить. Или действовать в каком-то другом ключе. Одним словом, на этой неделе больше внимания, какого-то изучения и самосохранения. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.